такие духи? Магическая работа с Гекатой помогает магу в работе с духами. Как минимум, видеть их и чувствовать. В идеале — призывать их и управлять ими. Работа с духами звучит как-то по-средневековому. Я сама росла среди ученых, и у любого из них заявление «я работаю с духами» вызовет лишь саркастичную улыбку и предложение вызвать санитаров. О, я против и романтизации, и демонизации духов. Даже чрезмерная увлеченность их персонификацией может быть опасна для развития мага, может увести его в сладкий мир иллюзий. Я предлагаю смотреть на все явления тонкого мира как на энергию разного качества, разной плотности. Духи — это одушевленная энергия, способная вступить с нами в интерактивное общение. На самом деле никто, включая меня саму, не может авторитетно объяснить, что же они такое. Это непостижимое. Это настолько больше человеческого интеллекта, что никак не укладывается в его пределы. Суть магических взаимоотношений с миром изначально выражалась в настолько тонком чувствовании мира, что все детали окружающего пространства начинали восприниматься одушевленными. И с первого взгляда это может показаться слишком дремучим подходом, мол, не мог древний человек объяснить природу грозы или землетрясения, так логично было обожествить эти явления и наладить переговорный процесс, подстроившись снизу. Однако не стоит забывать о первоматерии, материя прима. Еще в античности думающие люди предположили, что все на свете состоит из единого вещества, и все предметы и явления связаны между собой теснее, чем казалось бы. Мы все просто звездная пыль. Все, что мы видим вокруг, состоит из атомов. Самый распространенный элемент во Вселенной, в том числе и в нашем теле, — водород. Он был создан почти 14 миллиардов лет назад во время Большого взрыва. Именно тогда начал складываться всеобщий мировой пазл. Это была такая гармонизирующая самосборка. Все, что есть на свете, состоит из одних и тех же кирпичиков. Все взаимосвязано. Сейчас мы можем подвести научные теории под взаимосвязанность всех вещей, но когда-то люди, не обладающие такими знаниями, могли просто чувствовать эту общность. Из такой тонкой чувствительности и выросла магия. Все пространство вокруг пронизано волнами энергии. Среди этих волн есть и такие ощущения, от соприкосновения с которыми напоминает диалог. Это и есть духи. Для чего мы работаем с духами? Во-первых, это развивает тонкую чувствительность и, соответственно, магическую силу. Общение с духами развивает вас как мага, помогает вам открыть в себе новые грани глубины. Во-вторых, духи — неотъемлемая магическая практика при развитии ясновидения. Ясное видение лучше всего получается именно через духов. В-третьих, через духов отлично получаются и ритуалы волеизъявления. После первого инициатического ритуала Гекаты я рекомендую посвятить значительное время именно работе с духами. В такой магической работе воспитывается то, что вы просили у Гекаты — тонкость, восприимчивость. Давайте попробуем духов классифицировать, хотя занятие это весьма неблагодарное. Во-первых, есть духи благородные и неблагородные. Благородные духи, рафинированные человеческим разумом, искусственно созданные культы духов, которые стали популярными и приобрели эгрегориальный смысл. Самый простой пример — это массовая дисквалификация античных богов, случившаяся в связи с распространением христианства по Европе. Баал стал целой группой благородных духов. Бельфигор, Вуал, Вельзевул. Иштар Инанна стала Астаротом. Реестр благородных духов вы можете найти в любом средневековом магическом гримуаре, например, в Соломоновых книгах. Там будут подробно расписаны компетенции каждого духа, правила обращения с ними. Неблагородные
дикие духи, энергия, которая обретает такие формы естественным путем. Работа с духами благородными имеет скорее церемониальный характер. Это очень похоже на ритуал церемониальной магии с шаманской кульминацией, зашитой внутрь ритуала. Работа с духами дикими ведется интуитивно. Где-нибудь в лесу, на краю земли, дух едва ли откликнется на вызывательную формулу из Гоэтии. Во-вторых, есть духи земные и внеземные, сперва земных. Земля исполнена духами. Некоторые места кишат ими настолько плотно, что даже не надо быть магом для того, чтобы их почувствовать. У каждого из вас наверняка уже был такой опыт. В диких, нетронутых людьми местах вам может стать неуютно, возникнуть впечатление чьего-то присутствия. Наиболее чувствительные люди даже слышат шепот, могут ощутить прикосновение. И в такие моменты человек кожей чувствует, принимает ли его место, дружелюбно ли настроены сущности, его населяющие. Среди духов, обитающих на Земле, тоже есть классификация. Самая грубая группа — стихийная. Стихийных духов в магии принято называть элементалями. Существует 4 класса таких духов: саламандры — огонь, ундины — вода, сильфы — воздух, гномы — земля. Это сама душа стихии. Некоторые оккультисты полагали, что стихийные сущности могут явиться перед вызывателем в человеческом облике, другие, более современные, что их можно скорее почувствовать. В средние века даже считалось, что у элементалей может быть такая же социальная жизнь, как и у людей. Они могут общаться между собой, создавать семьи и рожать детей. Стихийные духи могут помогать в ясном видении. Что такое с ритуальной точки зрения просмотр через огонь? Фактически это диалог между магом и духами огня. Попытка вытянуть информацию через духов огня. Аналогичным образом осуществляется ясновидческий просмотр и через других стихийных духов. Слушание Земли – очень популярная практика в традиции деревенской магии. Это даже нашло отражение в русских народных сказках. Наверняка вам попадались сюжеты о том, как герой ложится на землю и прислушивается, и та информация, что он получает, сильно выходит за рамки того, что он мог расслышать физически. То есть это не слушание, а скорее яснослышание, глядение в воду. До сих пор бытует выражение «как в воду глядел», потому что это очень популярная просмотровая практика «фокус на воде». Вода вводит человека в открытое состояние. Знаете, как некоторые колдуны выбирали себе учеников? Это ведь сейчас магии может начать учиться каждый желающий, была бы волюшка да свободное время. А в былые времена у деревенского колдуна не было ни возможности, ни желания водить за собой толпу учеников. Надо было отобрать самых способных. И вот для этого претендентов сажали у реки и заставляли смотреть на бег воды. Просто так, без цели. А ведь это были преимущественно молодые люди, горячая кровь, гормончики, трудно усидеть на месте. Кто-то занимал себя тем, что просто думал о своем, о будничном, кто-то предавался мечтам и фантазиям, и лишь некоторым удавалось отрешиться, убрать мыслительный ряд, раствориться в наблюдении, словно стать и водой, и тем, кто за нею наблюдает. Таких, конечно, и брали в ученики. Вот как описываются стихийные духи в ключе Соломона. Некоторые созданы из воды, другие из ветра, в котором они живут, некоторые из земли, некоторые из облаков, другие из солнечных лучей, другие из ярости и силы огня. И когда они призваны или вызваны, они всегда появляются с большим шумом и ужасным огнем.
Когда призывают духов, созданных из воды, те приходят с большими дождями, громом, градом, ударами молний и тому подобным. Когда призывают духов, созданных из облаков, те появляются весьма уродливыми, ужасного вида и наводят ужас на вызвавшего их, производя страшный шум. Другие, образованные из ветра, возникают внезапно и необычайно быстро, а когда появляются те, что созданы из красоты, они показываются в безупречной и приятной для глаза форме. Кроме того, если же ты будешь вызывать духов, созданных из воздуха, они появятся как легкий ветерок. Когда призывают духов, созданных из лучей солнца, они являются в красе и блеске, но преисполненные гордостью, тщеславием и самодовольством. Они хитры. Нарядами своими, богато украшенными, они являют роскошь и тщеславие. Их должно призывать только в безмятежную, умеренную и приятную погоду. Такой подход очень похож на попытку рационализировать древние шаманские и друидские отношения с миром. Разница между древними шаманами и средневековыми оккультистами в том, что у первых были более пассивные взаимоотношения с такими духами, а вторые пытались найти способы научиться ими управлять. В средние века магами даже проводились зафиксированные на бумаге эксперименты по созданию элементалей. Создавали их ненадолго, конкретно под какую-то магическую задачу. Такой дух скроен из определенного элемента, но его сознание скорее принадлежит магу. Это такая дочерняя магическая структура мага. Таких духов называли элементариями, и вот что пишет о них современный оккультист Франц Бардон. Астральные сущности, созданные магом сознательно из определенного элемента. Они походят на элементали, но существуют не на ментальной плоскости, а на астральной грани. Маг наполняет элементарии частью своего сознания, дает им имя, определяет продолжительность жизни и назначает задачи. В продолжение жизни элементарии питает астральная субстанция мага. Когда задачи выполнены, элементарии распадаются на элементы астральной матрицы. Однако они обладают собственным интеллектом, и если ими не управлять достаточно строго, они могут стать независимыми от мага. Если они выйдут из-под контроля, то вызовут проблемы, за которые маг будет нести ответственность. И Парацельс, и вслед за ним Бардон говорили о том, что элементарий может выйти из-под контроля своего создателя и обрести более угрожающую форму, чем изначально была ему назначена. Некоторые маги причисляли именно к элементариям всех негативных магических сущностей, которыми пугали народ еще со времен охоты на ведьм. Вампиры, инкубы и суккубы – все это элементарии, напитанные избыточными негативными эмоциями. Парацельс даже считал, что причина многих болезней тела – это элементарии, свои или изначально чужие, а ныне свободно путешествующие, прицепившиеся к его полю. Это в целом похоже на правду. Мучают ночные кошмары, словно кто-то пьет энергию, и утром человек приходит в себя разбитым, едва может поддерживать ресурс. Это очень похоже на сказки о вампирах. Навязчивые сексуальные фантазии, соответствующие сны в моменте, это может быть приятно, но итогом такого опыта становится тоже опустошение. И это очень похоже на сказания об инкубах и суккубах, которыми пугали людей в средние века. Есть еще и духи места. У каждого места есть духи, которые его населяют. Ни один лес не похож на другой. У каждого озера своя энергетика. Большинство людей могут считать эту энергетику на уровне «мне тут приятно» или «мне тут страшно».
Чем более дикое место, чем меньше там осадка человеческой энергии, тем проще призвать или почувствовать духов. Если вы хотите действительно научиться работать с духами, вам придется организовать свою магическую деятельность так, чтобы работать и в таких местах. От земных духов перейдем к неземным, то есть планетарным. Вы много раз встречали такой термин, когда читали о планетарной магии или практиковали ее. Фактически, это иерархия энергии, которая соответствует той или иной планете, одушевленной энергии, по всей ее частотности, от самой высокой к самой хтонической. Про планетарных духов очень много писала в своих работах Блаватская. Она считала, что у этих духов есть учительский аспект, и присоединяла их к когорте великих небесных учителей. Если продолжить эту мысль, то, в принципе, планетарная магия вне жажды результата. Это работа по пропитыванию практика энергиями определенного качества. И в тот момент, когда происходит этот процесс, маг пребывает в сакральном пространстве тонкой коммуникации. Он ловит своим телом волну самых разных сущностей, проходящую сквозь. Каждая из этих сущностей оставит на его личности полезный осадок. Чем искреннее и сильнее ритуал, тем увесистее этот осадок, а значит, действеннее проведенная работа. Так духи Меркурия могут обучить быстроте ума, научить учиться, поправить настройки памяти, подарить немного интуиции и везения. Духи Луны помогают развивать ясновидение, приносят вслед за собой вещи сны. И это те духи, которых как раз приводит за собой Геката. Духи Венеры наделяют интуицией победы. Солнце уносит за собою все неравновесное, все печали и отрицательные эмоции. Марса дают воинскую силу и бесстрашие. Юпитера помогают так воссиять, чтобы на тебя обратили внимание сильные мира сего. Сатурна помогают взять власть над своей судьбой. Планетарные разумы, ангелы и гении — это тоже духи. Когда-то каббалистические классификаторы поделили их по принципу частотности. Разумы планет — это некие одушевленные астральные силы, по восприятию похожие на ангелов. Уже по названию понятно, что разум — это некая более упорядоченная и понятная для коммуникации сила, чем дух. Силы этой разновидности духов используются в планетарных ритуалах с самого начала XVI века. С тех времен считалось, что планетарные разумы — это силы, которые не могут причинить человеку вреда. То есть у каждой планеты есть диапазон духов, от диких и непредсказуемых до рафинированных и всегда благотворно влияющих. Интереснее работать с первыми, безопаснее со вторыми. Вот некоторые средневековые представления о том, в каких именно вопросах могли помочь практику такие духи. Разум Сатурна, Агиэль. Призывали для помощи беременным. Беременность и роды — это форма образования, основная сатурнианская ипостась. В народных представлениях это превратилось в то, что Агиэлю молились о благополучном родоразрешении и о том, чтобы беременность протекала хорошо. Разум Юпитера, Йофиэль. К нему обращались для традиционных юпитерианских плюшек в поисках социального лифта. Разум Марса — Графиэль. И тут все предсказуемо. Ему молились о победе в любом соперничестве. С группой марсианских духов можно провести эффективный ритуал, который поможет одержать победу. Разум Солнца, Нахиэль, отвечает за сферу гармонии, может помочь устранить препятствия на пути к гармонии. Разум Венеры, Хагиэль, пусть Венера отнюдь не только про любовь и красоту. К Хагиэлю обращались преимущественно с любовными вопросами. Встретить вторую половину, снять приворот, получить брачное предложение, забеременеть. Разум Меркурия, Тириэль, податель красноречия и податель постоянного блага, трубопровод денежной благодати. Разум Луны,
Малка де Таршесим веат бе руахот шехалим помогает в общих вопросах магии. В-третьих, не будем забывать о духах мертвых, тем более, что это прямая компетенция Гекаты. Были времена, когда магию невозможно было представить без некромантических обрядов, а эта работа с духами, как она есть. Тайна мира смерти — первая тонкая материя, увлекшая умы. Постичь законы природы интересно, но что может быть могущественнее, нежели присоединение к тайне загробного мира? В античности к некромантическим операциям относились более пафосно. Да, подчас работали с конкретным мертвым духом, однако целью было узнать информацию от богов. Ведь в те времена считалось, что после смерти человек автоматически присоединяется к тайнам творения. Кто-то относился к такому вызову духов более от ума, кто-то использовал шаманские техники. У античных некромантов был свой политес, который современному человеку покажется мрачным. Они считали, что мертвый дух вероятнее откликнется на зов, если вызыватель будет одет в одежду покойника и окружит себя различными предметами, связанными с культом смерти. Особенно рьяные маги могли даже причащаться частями трупов, что роднит их с культом Акхори. В античности считалось, что у мертвого духа тоже есть срок жизни. Бесполезно вызывать человека, если с момента его смерти прошло более года. В Средневековье подобные ритуалы были обставлены более романтично. Средневековые маги не работали с мертвыми телами, их интересовал исключительно дух, и они не считали, что он настолько привязан к телу, что без наличия онного коммуникация невозможна. Иногда в средневековых некромантических рукописях можно встретить античный след – использование могилы или костей в некромантическом ритуале. Средневековые ритуалы вызова духов самые кинематографичные. Именно там использовались круги, некоторые маги рисовали их прямо на земле, некоторые на специально приготовленном пергаменте. Это была не просто окружность. В круг включали самые разные символы – и религиозные, и оккультные. В-четвертых, есть духи-спутники, о которых мало кто говорит. Это энергетические придатки к людям, чей объем энергии отклоняется от золотой середины. Работать с такими духами можно для оказания влияния на человека, но духи сопровождают не каждого. За кем-то ходит вполне оформленная воинственная энергия, в которой атака и ярость. За кем-то словно расправлены нежные золотые крылья. В-пятых, это личные духи. В античности их называли гениями, многим позже – ангелами-хранителями. По сути, это совокупность хранительных инстинктов, то, что заставляет вас заключать спасительные контракты с миром вокруг. То самое пресловутое «бей, замри, беги» и инстинкт самосохранения, инстинкт коммуникации, инстинкт продолжения рода и ваши с ним взаимоотношения. Любую группу духов можно ранжировать и по энергетической чистоте. Какие-то воспринимаются грубыми, а какие-то тонкими. Давайте разберем такое ранжирование на примере работы с планетой Сатурн. Самой высокочастотной из одушевленных энергий Сатурна можно считать совокупность сил, которую в магии называют Аралим. В гримуарах говорится о том, что это ангельский чин, который относится к планете Сатурн и Сефире Бина. С иврита это имя переводится как «сильные», «могучие». Вот что пишет об этой силе современный оккультист Гаррет Найт. Хор ангелов Бины носит название Аралим – «престолы». Весьма подходящее название, учитывая, что трон, престол – это место, где пребывает власть. Король без трона власти не имеет, и потому дополнительное название Бины – Карсия, трон. Форма – вот престол, который должна занять божественность, дабы контролировать свои собственные силы, ибо, не имея этой структуры, они попросту рассеются.
Очень уместная аналогия для силы духа, сила пара, которая в стесненном состоянии движет могучими машинами, а в свободном не способна достичь ровным счетом ничего. Маг может соединиться с силой Аралим не для того, чтобы что-то попросить, а лишь для того, чтобы пропитаться этой особенной энергией близости к Божественному престолу. В каббалистических книгах говорится о том, что сила Аралим охраняет вход в божественную обитель. Это в целом соответствует привратническому аспекту Сатурна. Кстати, и в канале Гекаты есть этот сатурнианский привратнический аспект. Главный смысл сатурнианских работ — это формообразование. Однако, если мы попробуем перевести смысл почти любого магического посвящения на язык Каббалы, то получится, что без сил бины не обойтись. Посвящение — это тоже формообразование, это перемена судьбы и ее внутренних линий. Самые низкочастотные — это, например, часть племени Гекаты, которая может явиться в ритуалах с обращением к третьей ее ипостаси. Вернемся к нашей классификации. Духов можно поделить на условно дружелюбных и враждебных, но к этой классификации, пожалуйста, отнеситесь с осторожностью. На самом деле у духов вообще нет ни эмоций, ни этики, ни каких-либо чувств к вам. Духи вас любят, это значит, что вы их чувствуете, умеете ими управлять. Духи вас обижают, это значит, что вы просто не научились с ними взаимодействовать. А еще духи бывают отзывчивые и неотзывчивые. Бывают такие, которые буквально сами к тебе лезут, и духи, до которых трудно достучаться.